Добрый день, меня зовут Ая Балтабек, я иммиграционный юрист в Соединенных Штатах Америки. В данном видео я отвечу на очень частый вопрос, куда лучше ехать для того, чтобы увеличить свои шансы на получение грин-карты. Если вас интересует тема иммиграции в США, подписываемся на данный канал и ставим лайки всем моим видео. Для того, чтобы ответить полноценно на вопрос, куда конкретно лучше вам поехать, для того, чтобы получить ваши документы быстрее и разрешение на работу, и грин-карту в перспективе, необходимо изначально определиться, через какой конкретный кейс вы хотите получать грин-карту. Если вы планируете легализовываться через кейс политическое убежище, тут тоже два варианта. Либо вы будете уже на территории США, либо будете за пределами США, будете приезжать через Мексику, у вас будет поручитель. Если у вас поручитель, лучше, конечно, если поручитель находится в демократическом штате. Если же, допустим, у вас поручитель в каком-то штате, в котором вы не планируете проживать, тогда вам в перспективе придется менять юрисдикцию своего суда, и это займет какое-то время, и вполне возможно, что это отразится на задержках в получении вами документов. Поэтому постарайтесь, чтобы поручитель был в том штате, в котором вы планируете проживать, и чтобы этот штат был демократическим. Если вы будете подавать на политическое убежище, прибыв на территорию США через визу, тогда тоже вам лучше быть в демократическом штате. То есть, чтобы адрес проживания у вас был в том штате, в котором более или менее нормальное отношение к иммигрантам, в целом более лояльное отношение к кейсу политическое убежище, и вы будете идти в офис, Asylum офис, это у нас офис рассмотрения политических заявлений, и также судебная система вся у вас будет конкретно в том штате, в котором вы будете подаваться, да, в демократическом штате. Если же вы планируете легализовываться через категорию EB1 и EB2, тогда вы будете подавать буквально в 2-3 места в стране. То есть вне зависимости от того, где вы находитесь, вы все равно будете направлять свой кейс, грубо говоря, в центр. Со всех Соединенных Штатах все кейсы направляются буквально там в 3 офиса, и в этих 3 офисах они рассматриваются по единым правилам. Понятное дело, что-то может варьироваться. В целом кейсы EB1 и EB2 они достаточно субъективные, то есть офицеры иногда бывают очень-очень несправедливыми и могут заслуживать наши кейсы, но в целом это не может зависеть от того, в какой конкретный центр вы поедете. То есть в одном и том же центре могут быть достаточно российски настроенные офицеры, которые попытаются вам не засчитать ни один критерий. Да? Поэтому не имеет смысла планировать свое место проживания, исходя из того, вот, в какой конкретно центр вы хотите направить свой кейс EB1 и EB2. Если же мы говорим про EB3, то тут, в принципе, от вас не особо зависит, потому что кейс будет исходить, по сути, от работодателя, и кейс будет рассматриваться вот с учетом того, где работодатель находится. Поэтому, если вы нашли работодателя, неважно, где он находится, подавайтесь на данный кейс. Надеюсь, я доступно ответила на данный вопрос. Если вам нужна уже консультация платная, связывайтесь с моими ассистентами. Контакты под данным видео. Всем, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей.